Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Владимир Маршак, аудитор, бухгалтер и налоговый консультант. И сегодня я хочу с вами поговорить о очень важной теме, как правильно выбрать рой-хешбона, бухгалтера, как правильно работать с ним, и переход от одного бухгалтера к другому. На самом деле правильный выбор и правильная работа с рой-хешбоном, с человеком, который занимается вашими и налогами, и финансовой составляющей вашего бизнеса, он исключительно важен и может быть во многих случаях быть критическим для вашего бизнеса. На самом деле у меня порядка трети, может быть, клиентов, то есть которые перешли от других рой-хешбонов, которые были недовольны услугами других бухгалтеров. И на самом деле я вижу, какие огромные проблемы могут быть с тем или иным бухгалтером. Во-первых, начнем с того, что очень и очень много проблем возникает с Битуах Леуми. Почему? Потому что на самом деле клиент не знает, то есть как договориться с рой-хешбоном, не знает, не спрашивает, что действительно включает в цену, значит, которая дает рой-хешбон, и, соответственно, значит, это есть рой-хешбоны, которые вообще не занимаются Битуах Леуми, в результате не регистрируют Битуах Леуми, то есть сплошь и рядом человеку через 2-3 года приходится заплатить какие-то бешеные деньги в Битуах Леуми, непонятно почему, непонятно как, из-за очень простой причины, что просто бухгалтер этим не занимался. То есть очень и очень важно действительно понять, занимается бухгалтер ли Битуах Леуми, и каким образом из Битуах Леуми на самом деле возникает очень и очень много проблем. То есть подача годового отчета, затраты, действительно списываются ли затраты, если бы оптимизация в плане налоговых скидок. Действительно, то есть я, например, то есть каждому клиенту я объясняю, что есть вещи, то есть, которые предполагают налоговые скидки, то есть, например, как замечательная программа Керн Иштальмут Леацмаим, пенсия, битух хаим и так далее. То есть действительно проверить своим бухгалтерам, что все налоговые скидки реализованы, что можно действительно списаны затраты так или иначе, то есть которые действительно можно списать и по максимуму, то есть на самом деле это может идти речь о очень и очень многих деньгах. Потом, действительно, вопрос, как с любым специалистом, насколько вы можете дозвониться до рой-хешбона, то есть до вашего бухгалтера, насколько он вам дает ответы. То есть есть люди, то есть, к сожалению, для которых цена является определяющей, то есть в результате они получают соответственный сервис, и в результате, то есть им, даже если бы они ничего не платили, то есть они теряют на этом деле очень и очень большие деньги. Значит, если вы действительно решили, что ваш рой-хешбон, ваш бухгалтер не делает работу, действительно вы не получаете сервис, который вы должны получать, и вы решили перейти от одного рой-хешбона к другому рой-хешбону, то действительно то, что важно проверить, во-первых, что ваш новый рой-хешбон действительно он дает услуги на высоком уровне, то есть какие рекомендации и так далее, и что очень важно, что включает в цену, то есть за что он дает цену, то есть что включается в эту цену. Значит, после того, что вы решили перейти
и решили перейти. То есть проверить, что происходит у вас с предыдущими годами. То есть кто вам будет подавать, значит, годовой отчет за предыдущие годы. Например, за прошлый год вы не подали годовой отчет. То есть предыдущий Рой-Хешбон, он включил этот годовой отчет и в цену свою или не включил. То есть вы должны отдельно заплатить. Вот. То есть то, что я рекомендую, то есть действительно проверить, вот, что вы не теряете деньги, что называется, на иврите это называется дворим шелону флимбейна кисаот, что падают между стульями, что ни тот не занимается, ни новый не занимается, в результате, опять же, то есть неправильный выбор Рой-Хешбона, неправильная работа с Рой-Хешбоном может привести к потере очень многих денег и наоборот, то есть к экономии и к оптимизации налогов в случае, если вы выбрали действительно правильного Рой-Хешбона. Это может быть очень и очень важно для вашего бизнеса. И с вами был Владимир Маршак, аудитор, бухгалтер, налоговый консультант. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всего доброго, шаббат шалом вам.